Приветствую, это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Начну, пожалуй, издалека. Уже несколько лет мы разбираем фильмы и в связи с этим удостаиваемся множества разнообразных отзывов. Как положительных, так и не очень. Причем главным аргументом противников нашего творчества является убойное заявление о том, что художественные произведения воспринимать серьезно нельзя. Мол, все там понарошку, не настоящее, а значит, какая бы глупость в них ни содержалась, никакого реального вреда она не принесет. Однако при этом данные товарищи напрочь отказываются понимать, что кино это не только развлечение, но и вид искусства. А значит, как и любой другой вид искусства, сильнейший инструмент воздействия на людей. Причем гораздо более хитрый и действенный, нежели лекции или телевизионные проповеди. Почему? Да потому что под видом зрелища, путем фасцинации, в мозг пропихиваются идеи и, осаждаясь на извилинах, накапливаются, формируя мировоззрение и встраиваясь в кругозор. Нет, в этот раз силу любви мы затрагивать не будем. Любовь – это осязаемая величина, это сила. Поговорим лучше о пропаганде. Взять, например, сербов. Буквально за считанные годы из них сделали мразотных ублюдков, по сравнению с которыми морлоки смотрятся невинными детьми. Откуда пошла эта слава? Да все оттуда же, из фильмов. И совершенно не важно, что большая часть из них лютый трешак. Достаточно время от времени капать на мозги, и у среднестатистического обывателя формируется жутковатый образ страны и людей там проживающих. Сербы захватили албанскую деревню. Они убивают всех. Сербы не любят боснийцев. Новая Сербия, Восточная Европа. Но сербы, разумеется, не были первыми. Сначала был Советский Союз. А закрутилось все вот с этого чувака. Причем отжигал он настолько успешно, что к уничтожению русских недочеловеков приложила руку почти вся, так сказать, цивилизованная Европа. Правда, у них как-то не срослось. Выпавший из рук дохлого Геббельса микрофон подхватили совершенно другие люди. И пусть они не разделяли его идеи, зато его методы пришлись им чрезвычайно по вкусу. А значит, появление жанра звездно-полосатой клюквы стало лишь вопросом времени. Давайте же рассмотрим яркого представителя этой группы. Фильм 1988 года «Рэмбо 3». Фильм начинается с Таиланда, где бывший начальник Джона Траутман и Бодикер из Робокопа пытаются найти Джона Рэмбо. Ну и куда же делась краса и гордость зеленых беретов, в прошлой картине валившая вьетнамцев чуть ли не сотнями? Ну, как мы помним, Джон не доверяет политикам, устал от войны, да и вообще. Часть меня погибла. Наверное, именно поэтому он, к вящей радости вопящих аборигенов, дерется с другим белым. Экшен? Ну, в свое время оно, может быть, и круто смотрелось. Однако, благодаря одному небезызвестному фильму, теперь воспринимать данный эпизод серьезно уже попросту невозможно. Впрочем, рожи Рэмбо бьет только в свободное от работы время. А так он живет при буддийском монастыре, видимо, восстанавливая пугнутые злобными вьетконговцами пранические чакры. Ты не забудешь меня. Там-то его Бодикер с Траутманом и находят. Чего им надо? Ну, сначала Бодикер, будто бы невзначай, спрашивает Рэмбо про Афганистан. Известно ли вам что-нибудь об Афганистане? Большинство людей не смогут найти его на карте. Правда? А вот в гнусной советской школе Афганистан на карте не мог найти только полный дебил.
Затем Бодикер показывает фотки раненых детей и, попутно рассказывая о применении химического оружия, делает внезапный ход конем. Более 2 миллионов гражданских, в основном крестьяне и их семьи, были убиты русскими войсками. Да-да, именно так. Ничтоже сумняшися, сразу и в лоб зрителю рассказывают страшную правду. Оказывается, Советы приперлись в Афганистан не для укрепления Советской Республики, которая, о ужас, ориентировалась на СССР, а специально для того, чтобы геноцидить местное население и, как мы потом узнаем, заниматься спортивным мочиловом детей и охотой на беременных женщин. Зачем? Они делают это для того, чтобы не сражаться со следующим поколением. Ну это ж исконно русская забава такая. Убей детенка, чтоб день прожить не зря. Но этого никто не видит, об этом не пишут. Странно. А вот во второй части Рэмбо почему-то фоток искалеченных детей не показывали. Про миллионы убитых вьетнамцев не говорили, да и про напалм как-то забыли упомянуть. Люблю запах напалма по утрам. Это запах победы. Кстати, по поводу химического оружия. Несмотря на неоднократные заявления о его применении советской армией, никаких доказательств ни разу предоставлено не было. Что в свете недавних событий нисколько не удивляет. Новейшее вооружение, включая химическое, использовалось для уничтожения людей. Да-да, именно так пропаганда и работает. Там, где у нас руки по локоть в крови, скромно промолчим. Зато там, где воевал наш оппонент, сгустим краски и вывалим полный набор мерзостей. Так чего же Бодикер от Рэмбо хочет? Ну, хотя бы не убийство Робокопа. Он ваш. Оказывается, свободный демократический мир руками ЦРУ и Ми-6 наладил поставки стингеров, чтобы маджахеды могли сбивать орочьи вертолеты. Facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. They are the focus of evil in the modern world. И везде хитрые эльфы обводят тупых отродий Барад-дура вокруг пальца, кроме одного места, где окопался злобный Назгул. Советские командующие в этом районе отличаются особой жестокостью. Траутман, который во второй части даже и не думал спасать пленных американских солдат самолично, тут уже готов подорваться на помощь демократическим маджахедам. И хочу, чтобы ты поехал со мной. Однако Джон заявляет, что с войной покончил и все такое. Моя война окончена. Траутман пытается его переубедить. Ты будешь бегать, пока не смиришься с тем, что ты есть. Не мы сделали из тебя боевую машину. Интересное заявление ввиду концовки первого фильма, не находите? Моя вещь в его кусках. Пытаюсь собрать с себя куски моего друга. Да и второго тоже. Как ты будешь жить, Джон? День за днем. Но Рэмбо на Микине не проведешь, поэтому незваным гостям приходится отчаливать ни с чем. Проходит какое-то время. Джон скучает на крыше, а Траутман уже в Афгане помогает душманам. Вернее, должен помогать. Но пока они просто едут по освещенным непонятно чем ночным горам. Фары от их же машин? Возможно. Однако свет фар видно за километры, а они вроде бы как незаметно собирались проезжать. Что, уже нет? Что в такой ситуации должен сделать тот, кто не хочет, чтобы его нашли? Правильно, сойти с дороги и замаскироваться под местность. Ну и фары покосить, конечно. Но нет, душманы и амерские профи будут сидеть на жопе ровно до тех пор, пока вертолет не окажется в считанных метрах. Бросайте оружие. У вас нет шансов. Эй, а как же? Они сражаются в самом пекле войны, а затем, выполнив задачу, сливаются с пейзажем. Добрая ЦРУшная душа Бодикер тут же бежит к Рэмбо с новостями. Что будете делать? Я ничего не могу сделать. Нет, ну откуда столько наивности в этой машине смерти? Короче, Джон решает взять дело в свои руки и спустя некоторое время оказывается уже в Пакистане. Думаете, он маскируется под местного и все такое? А вот и нет! Рэмбо, нагло и не скрываясь, прет в лавку Мусы, местного проводника, торгующего оружием и протезами. Необычное сочетание, нечего сказать. Но вообще это тоже часть пропаганды. Типа советские орки раскидали столько мин, что количество тьмущих людей.
Самое интересное в этой ситуации, что за весь хронометраж предыдущего фильма никто даже не заикнулся о том, что 350 тысяч тонн не разорвавшихся мин все еще лежит в земле Вьетнама. О том, что 42 тысячи человек лишились жизни, а 62 стали инвалидами уже после войны, как раз из-за мин. Но к чему зрителю об этом знать, правда? То ли дело злобные советы. Давайте-ка мы вам расскажем, как эти нелюди потрошат всех афганцев подряд, а потом злобно хохоча облизывают кровавые штыки. В ходе содержательной беседы... Кто ты? Заблудившийся турист? Я не турист. Выясняется, что люди от Бодикера приходят не то чтобы совсем уж редко, причем в основном... Не военный, не наемник. И это фильм! То есть Запад помогал маджахедам уже тогда, ничуть не скрываясь и не стесняясь. Оружием, солдатами, инструкторами, базами, амуницией и всем прочим. И пока головы рубили проклятым шурави, весь цивилизованный мир все прекрасно устраивало. Но как только на колоду стали ложиться представители золотого миллиарда, так сразу объявили борьбу с терроризмом. Цель этой миссии — захватить и убить Ахмада Шаха. Сволочь. Однако вернемся к нашим баранам. Оказывается, проводник ни хрена не разбирается в людях. Ты не похож на военный. Ну да, немного хиповат. Но неужели Джон прям уж совсем не напоминает морпеха или, скажем, дикого гуся? Нет? Ладно. Я рад, что ты вернулся. Муса явно удивлен, но соглашается провести Рэмбо тайными тропами. Ну и пока Джон пакует баулы, нам показывают заставу русских упырей. И вы поглядите только на этих красавцев. А этот с презервативом на голове. Ну чисто карликовый огр. Впрочем, бывалого Траутмана эти монстры ничуть не пугают. Он сразу же начинает качать права. Если меня будут допрашивать, я требую ваше начальство. А девок и водочки с красной коркой ты не хочешь? Точно? Уверен? Ну ладно. Злобный Назгул предлагает было поделиться инфой, но Траутмана уже несет. Вы говорите о мире и разоружении, а сами уничтожаете целый народ. Вот милота-то, а? А как насчет Северной Кореи или Вьетнама? Там не люди, там не народ? Каждый день ваша военная машина отступает перед горсткой борцов за свободу. Вообще-то, число маджахедов исчислялось десятками, если не сотнями тысяч. А помогала им целая куча стран, включая США, Великобританию и Францию. Ну и как бы это сказать попроще. Вопли о позорном бегстве легионов русских солдат несколько преувеличены. В отличие от американцев и Вьетнама, Советы все поставленные перед ними боевые задачи выполнили в полном объеме, чтобы там господин Бондарчук не говорил. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли. Если бы вы знали историю, то поняли бы, что афганцы никогда не сдаются. А вы, значит, знаете. Тогда зачем влезли в Афганистан в 2001 году? От большого ума, что ли? Но раз вы заговорили про историю, давайте-ка к ней и обратимся. И тут внезапно окажется, что Афганистан нагнали все, кому не лень. Спросите, для чего тогда все эти пассажи про горстку, непокоренность и прочее бла-бла-бла? Дык снова для пропаганды. Наглядно ведь. Если сотня другая душманов может противостоять полчищам орков, то первые, безусловно, герои, а вторые гнусные уроды, не умеющие воевать. Последнее важно, ибо так американскому обывателю, понятия не имеющему, где находится Афганистан, спокойнее спать. В общем, красный вурдалак начинает выходить из себя, и его можно понять. Такую мозговую блокаду, как у Траутмана, невозможно пробить даже из гаубицы. Накинув удавку на шею несгибаемого борца за демократию, звероподобный амбал утаскивает того в недра Барад-дура. Тем временем Рэмбо и Муса все едут и едут, едут и едут. При этом зрителя настойчиво продолжает накачивать политинформацией. Его пытался завоевать Александр Великий, затем Чингисхан, затем англичане. Нет, ну прямо доктор исторических наук. Реальность, впрочем, несколько опровергает его слова. Александр Македонский действительно хотел завоевать Афганистан. И завоевал его.
Чингисхан? Вы удивитесь, но и тот завоевал большую часть Афганистана. А то, что он не успел закопать сам, завоевали его потомки. Англичане? Да они там как хозяева были целых 80 лет. В древние дни короля Афганистана... Какой такой король? Какие древние дни? Первый монарх в Афганистане появился в 1929 году. На урочайшей заставе Назгул занят любимым делом, то есть пытками. Где в моем секторе находятся ракеты? Сияющий эльф держится бодрячком, даже шутить успевает. Узрите, мол, Локи несгибаемость американского офицера. Только Назгул собирается перейти ко второй стадии допроса, как в пыточную камеру без стука заваливается какой-то хрен. Нет, ну какой прекрасный пример субординации у свиней. Ну и ради чего вурдалака оторвали от любимого хобби? Помните усатого хмыря из пакистанского магазина? Так вот, этот гнусный урод, прилетевший сюда не иначе как на ракете, оказался предателем. Почему на ракете? Да потому что пока наши герои едут тайными тропами, этот красавец их обогнал, в легкую пересек границу, добрался до нужной заставы и добился встречи с главупырем, который при этом его еще и понимает. Нет, ну что за недосмотр со стороны сценариста? Это ведь как получается? Русские орки могут чужой язык выучить? Ну и пока мерзкий барыга выкладывает всю подноготную Джона, включая размер ботинок и сексуальные предпочтения, а мы поражаемся крутизне американской системы конспирации. Как тебя зовут? Джон Рэмбо. Назгул кидается к Траутману, но тот продолжает молчать, аки рыба. Его пытают, но как-то не слишком охотно. Хотя, по идее, такие адовые нелюди, какими советы изображены в фильме, должны были за час пыток 10 раз Амера сварить в кипящем масле, 100 раз расстрелять, 1000 раз расчленить и 1 000 000 раз растворить в кислоте. Впрочем, сильно не удивляйтесь, Траутман ведь еще удирает на своих двоих, поэтому ему нужно быть в форме. А вот упыри его так нежно и пытают. Погрозив Амеру продуктом сумрачного гения арадроинских оружейников, гадкий Назгул бросается встречать гостей самолично. Ба, а те уже доехали. А Муса тащит Рэмбо в лазарет, чтобы показать, как ублюдки-пролетарии развлекаются в свободное от убийств, изнасилований и сатанинских обрядов время. Русские сувениры. На вид игрушки, а на деле мины. Ну и пока мы офигеваем от всей степени чудовищности этого мерзкого вранья, авторы пытаются посластить пилюлю. Дезертир. Он называет себя перебежчик. Таких, как он, много. Мол, не все русские уроды и подонки, а только самые верные идеям социализма. Так грязные капиталистические ботинки пытаются втоптать светлое понятие в грязь. Надо ведь каждому вдолбить, что социализм — это не свобода, равенство и социальная справедливость, а потрошение детей штыками. Ну и пока русский дезертир рассказывает местным старейшинам о неприступности Бородура, а те офигевают от рэмбовой крутизны, Я пойду один. зрителя продолжает кормить страшной правдой. Мы не позволим прогнать нас с нашей земли. Умереть за свою страну и Аллаха – это честь. При этом никто даже не заикается о том, что настоящая война — это лишь мимолетная страница истории, в которой одни афганцы упорно режут других афганцев. В данном случае религиозные борцы за свободу стремятся задушить Демократическую Республику Афганистан, а заодно и равные права для женщин и мужчин, светскость, многопартийность и т.д. и т.п. К тому же нужно срочно помешать Шурави строить больницы, школы, дома и проводить электричество. Зачем? Да фиг его знает. Но дядя Сэм дурного точно не посоветует. Беременных женщин вспарывали штыками, а детей бросали в огонь. И я считаю, не дожали сценаристы, не дожали. Для большей убедительности нужно было добавить штрафные батальоны насильников, столовки с жарким из маджахедов и огромные механизированные мясорубки, куда кидают визжащих афганских детей. Нежные котлетки для ЦК КПСС. Они делают это для того, чтобы не сражаться со следующим поколением. Ага, для того, чтобы отомстить, наверное, немцам, желавшим уничтожить русский народ, советы пытаются истребить весь афганский народ. Логика! Теперь оставь нас. Переваривая тонны этого словесного дерьма, Рэмбо замечает местных физкультурников. Те же занимаются национальным видом спорта. Ну, таскают по полю Сансу Старк. Как вам угодно, государь. Джону предлагают поучаствовать, и только тот собирается забить гол, как появляются злобные орки на фирменных советских вертолетах. Да-да, газелях и пумах французского происхождения. Ну вообще, вот ведь сволочи, не дали Сансу Старк погонять.
Отродье Мордора начинает планомерное уничтожение местного населения. Ну и специально для того, чтобы показать всю степень зверства русских упырей, на поле выгоняют аж целый взвод женщин и детей, заставляя их бежать строем, ибо так одной ракетой проще размазать сразу всех. Храбрые джигиты палят по железным птицам, но без толку, ибо только Джон способен спасти ситуацию. Вот прям так сдетонировал, да. Трусливый Назгул, вместо того, чтобы отомстить, экстерминировав всех, кого еще не замочил, позорно сваливает в освояси. Внутренняя же богиня Рэмбо начинает плакать. Это не твоя война. Теперь моя. Снова черная крепость. Назгулья морда угрожает запытать джедая, однако до серьезного воздействия на организм дело по-прежнему не доходит. Что, Джон? А он уже рядом, делает вид, что ползет через якобы минные поля. Вы поглядите на это кривляние. Рэмбо прощупывает полоску земли шириной 20 сантиметров максимум. И это при том, что ширина его плеч раз эдак в 6 больше. Зеленый берет, да. Но вот луч прожектора уже рядом. И два человека ныкаются за огромным валуном, который тупые советские орки, походу, специально оставили для того, чтобы за ним мог кто-то спрятаться. В реале все подходы к таким явным укрытиям усиленно минировали, так что показанное в фильме чистой воды читерство. Но как еще воспринять это? На вышках в дозорах что, стоят вообще исключительно слепые? Двух придурков на земле видно даже без прожектора. А Муса показывает себя полным болваном, и лишь хваленая реакция Рэмбо спасает ему жизнь. Окончательно в балаган все скатывается с появлением малолетнего душмана, рвущегося резать русских упырей. Я хочу сражаться. Дальше Рэмбо проникает в крепость. Ну, как проникает? Отгинает своим ломом хиленькую проволочку, которая запирает ворота Бородура. Все как в реале, да. Внутри же жизнь кипит даже ночью. Красные орки кого-то привычно пытают в 3 смены. Джон начинает демонстрировать чудеса незаметности, устанавливая взрывчатку прямо под лампами. Но это только цветочки. Через пару минут Рэмбо вообще будет носиться по освещенной площади, но его так никто и не заметит. Да блин, его, потного мужика, даже собаки не могут учуять на расстоянии 3 метров. Что дальше? А дальше очень кстати появляется танк. Рэмбо цепляется под ним и успешно кантуется до застенков. Само собой, снова невидимый. Нет, разумеется, он сверкает под лампочками и заметен даже при зрении -7, но все равно невидимый. В недрах же Арадруина творится вообще сущий ад. Людей расстреливают, бьют током и поджаривают огнеметами. Странно только, что не сморкаются в звездно-полосатый флаг и не троллят гомосеков, ведь тогда негативный эффект был бы гораздо мощнее. Джон вырубает охранника и даже успевает найти Траутмана, но внезапно появившийся красный орк портит всю малину. Тут же срабатывает хитрый джедайский план. Ну, помните взрывчатку с часиками? Так вот, она детонирует. Это ничего, что почти на каждом заряде установлен 10-минутный таймер, а мины расставлялись по мере продвижения внутрь. Взрываются они практически одновременно. Сотни красных орков поднимаются по тревоге, но лучше бы они продолжали спать. Рэмбо начинает их косить, причем целыми пачками. Разумеется, от пуза и не перезаряжая автомат. А зачем? Бравые советские бойцы ведут себя как косорукие дебилы и гибнут. Надо сказать, что в первый раз данный эпизод я увидел в совсем нежном возрасте. Его крутил по видику сослуживец моего отца, замполит, мать вашу, советской армии. Помню, как меня охватило глубочайшее возмущение. Я спросил: папа, это что, русские? Почему этот гад убивает их толпами, а они не могут в него даже попасть? Это ведь ерунда, издевательство. Да они бы превратили его в дуршлаг. На что отец усмехнулся и сказал: это же все понарошку, не настоящее, просто такое кино. А через год распался Советский Союз. Так что да, на сей голливудский высер я точу зубы с самого детства.
Ну а советский Назгул тем временем совершает чудовищное. Ранит малолетнего маджахеда. Нет, ну какой садист? Впору завыть, это же ребенок. Нельзя стрелять в детей с оружием в руках. Пусть лучше они убивают нас. Ну и как будто этого было мало, откуда-то вылезает звероподобный амбал с подствольным гранатометом и, о ужас, серьезно ранит Джона. Правда, это не помешает Рэмби взвалить пацана на плечо и с айгаком, несясь по округе, отстреливаться от набегающих врагов. Ну а заканчивается все, как обычно, канализацией. Роман русского писателя, в котором имеется более 500 действующих лиц, и действие происходит во время войны с Наполеоном. Война и мир. Там же ни замка, ни мин, ни прочих ловушек, разумеется, нет. А взрывчатку догадывается развесить только сам Джон. В общем, упыри в 100-й раз посрамлены. Какая гнусная советская решетка. И вы не поверите, но в то самое время, как советская база буквально стоит на ушах, прямо тут, в 30 метрах от стен крепости, под светом десятков прожекторов, на простреливаемой со всех сторон местности, Рэмбо с компашкой поджидает местный эвакуатор. Впрочем, как-то слабовато, я считаю. Надо было коней прямо к темнице с Траутманом притарабанить, для большей аутентичности. Короче, герои запрыгивают на скакунов и сваливают. Нет, по ним пытаются стрелять. Один человек, да и тот как-то неохотно. Что Назгул? Да стоит буквально в 3 метрах и, вылупив глаза, вопит, что беглецы пропали, причем не пойми куда. На рассвете я его поймаю и повешу его скальп на стене. Однако храбрый американский офицер уже чует пролетарскую слабину и начинает кошмарить в ответ. Вам не надо его ловить. Что? Он сам найдет вас. Так и есть. Отправив Мусу с раненым мальчишкой в направлении магазина протезов, Рэмбо планирует возвращение в Барад-дур. Но сначала надо подлатать рану. Да вот беда. В Афгане, как мы помним, просто дичайший дефицит бинтов. Поэтому раны обрабатывают кто как может. Нужно хорошенько заткнуть глиной, слышишь? Ну а Джон решает прижечь Драмаху. А можно ли так делать? Ну, если совсем деться некуда, то попытаться можно. Правда, шансы на успех невелики. Но таки сделаем вид, что у Рэмбо другого выхода нет. Что же он делает? А не глядя, высыпает порох прямо в пятно крови. Профи, да, сразу видно. А как насчет того, что мокрый порох не горит? Его в такую рану надо целый стакан высыпать, чтобы хоть что-то сухое осталось. Ладно, забьем, ибо Джон уже подносит к себе горящую ветку. И обратите внимание, огонь, невзирая на набухшие ткани, не иначе как сквозняком протягивает через рану. Вы что там курили, творцы? Главную достопримечательность Афганистана? Ну и пока орки прочесывают округу, Рэмбо делает ход ферзем, лезет по отвесной скале к черной крепости. Рана? Какая рана? Он же подлечился. В недрах же Барад-дура назгульские подручные решают воспользоваться отсутствием босса и отыграться на Траутмане по-черному, то есть огнеметом. Стукач из Пакистана, разумеется, такую потеху упустить не может и прибивается к стаду. Тут Рэмбо их и накрывает. Да-да, режиссер собрал палачей и предателя в одной комнате специально для этого. Короче, к тому времени, как орки возвращаются в крепость, все уже на свободе. И Траутман, и даже толпа храбрых афганцев. Вся эта орда незаметно, бегом и в полный рост, подкрадывается к вертолету и отчаливает. Орки начинают палить со всех стволов, но отличается снова Назгул. Оцените всю глубину подтекста. Истерзанному и раненому афганцу протягивает руку Америка, а злобный советский урод безжалостно его убивает. На этом фоне вертолет, который то дымит, то не дымит, уже и обсуждать смысла нет. В итоге спасенные маджахеды идут своей дорогой, амеры своей, ну а злобный Назгул от ярости переходит вообще на какой-то жуткий румынский акцент. Мы должны найти их немедленно. Ну и пока Траутман ныкается в совершенно случайной пещере с помощью совершенно случайной веревки, Джон сбивает вертолет из лука. Ага, как мы помним с предыдущего фильма, в этих маленьких наконечниках таится вся мощь крылатых ракет стратегического назначения. Кстати, обратите внимание, Рэмбо бежит к пещере с луком, а пока он болтается на веревке, лук материализуется уже в руках Траутмана. Ну что тут сказать, очень удобно. Тем временем Джон окончательно теряет совесть и набирает ИДДQD.
Теперь даже бочка напалма ничего не может ему сделать. Более того, она тухнет при его приближении. Аура крутизны, да. Уруки спускается в пещеру следом и... Помните игры в охотника и жертву из первой части? Да-да, те самые, в лесу. Шериф с компашкой, конечно, баранами показаны, но действия Рэмбо были оформлены достаточно красиво. Ловушка, удар и исчезновение. Быстро и ярко. Даже про вторую часть, где появляются злобные, но очень глупые русские, можно сказать то же самое. Местами тупо, но динамично и зрелищно. А что тут? Да унылая пляска идиотов. Периодически подсвечивая лесо фонариком, Рэмбо начинает гасить красных орков. Что те могут ему противопоставить? Ну, конечно же, ничего. О чем можно говорить, если они напяливают на радиста единственный прибор ночного видения и посылают куда-то в темень одного, чтобы боец, получив стрелу в живот, мгновенно умер? Это чё, современный аналог Ахиллеса? Короче, тупые животные продолжают дохнуть. А один, не иначе как рожденный в сибирской хижине дикими крокодилами, не мог не подорваться на американском кругля-кругля-кругляшке. Ты мальчик или девочка? Мальчик. Другого изрешетили свои же. Почему? Да потому что он заорал. Это девицы из пансиона или все-таки урукхаи? Ну и совсем прекрасная сцена вот эта. Мол, смотрите, у этих мерзких коммунистических свиней вообще никаких понятий нет. Хулиганы выкину! Помогите! Хулиганы зрение лишают! Перебив всех уродов, Рэмбо выныривает из пещеры, и на выходе его ждет тот самый скотоподобный фрик из якобы спецназа. Да-да, несмотря на то, что только что лежал под трупом, а выход из пещеры был всего один. Впрочем, у этого скота, естественно, шансов 0. Ну, разумеется, тупой осел, вместо того, чтобы вцепиться в Амера как клещ и забрать на тот свет с собой, отпускает Рэмбо. Мастерский удар в пятак ногой, и огромная туша повисает на веревке, привязанной к мелипендрическому камню, свободно валяющемуся на земле. Итак, граница уже рядом. Герои празднуют победу. Но не тут-то было. Откуда ни возьмись, материализуется армия красных орков. Правда, на западной технике. Не пытайтесь сопротивляться. Ага, сейчас. Разве не ясно, что вас слишком мало? Предлагаю их окружить. Шуточки у тебя, Джон. А это была не шутка. Рэмбо идет в атаку. Смешно? Вы еще погодите. Через пару минут прискачут басмачи с легким стрелковым оружием и в пух и прах разгромят бронированную колонну. Жаль только, что до конных стингероносцев додумаются еще не скоро. Дальше воспринимать дурь, творящуюся на экране, мозг уже попросту отказывается. Не то, как Рэмбо поджигает современный танк бутылкой с бензином, не то, как Джон на этом же танке сталкивается с вертолетом, причем без всякого вреда для себя. Заканчивается же все, естественно, блестящей победой эльфов и рахиримов над силами тьмы. Но вот амеры уже собираются домой, ибо дальше сопереживать храбрым борцам за свободу можно уже и с крыши буддийского храма. Прощаясь с малолетним и едва знакомым маджахедом, Рэмбо еле сдерживает слезы. Зрители дружно вторят своему герою, кто всхлипыванием, а кто сморканием в платок. Нет, ну какой смелый, милый и, самое главное, очень умный мальчик. Кто знает, может быть, именно он через несколько лет будет взрывать бесценные статуи Будды и рубить головы неверным. Фильм посвящается доблестному народу Афганистана, который мы начнем убивать через 13 лет. Но то, как доблестные рахиримы внезапно превратятся в черных упырей, оказавшись главными террористами мира, это уже совершенно другая история. Пошел ты, американец поганый! Мордага!
Первый фильм был не только отличным боевиком, но и по сути не стареющей социальной драмой. О взаимоотношениях ветеранов войны и общества, которое желает об этой войне поскорее забыть и, как следствие, презирающего все, что с ней связано. О противостоянии доведенного до крайности человека и органов правопорядка, напрочь забывших, что такое личные права и свободы. Даже о второй картине, несмотря на зверорылых вьетнамских чикатил и насекоподобных русских, можно сказать что-то хорошее. Ведь оно не только про то, как красные упыри гнобят железнояйцевых эльфийских военнопленных, которые за 12 лет жизни в адских условиях почему-то еще не повымирали. В первую очередь оно про то, как новое американское правительство, лицемерно перекладывая ответственность за войну на плечи старого правительства, почитает своих пленных сограждан за протухшее и подлежащее утилизации мясо, а также про то, почему это плохо. Ты знаешь, что там есть еще люди. Найди их, или я найду тебя. Что такое Рэмбо 3? Да пропаганда в чистом виде. Здесь нет ничего, кроме набивших оскомину лозунгов. Мол, русские — это кровожадные порождения сатаны. Маджахеды — благородные барсуны за свободу, а Америка — райские небеса, откуда спускаются светозары-экзорцисты с автоматами, дабы спасать угнетенных и осыпать дарами. И ладно бы не было второй части, тогда бы это была просто клюква. Но 2 фильма в связке — это натуральная шизофрения. Давайте, расскажите о повстанцах-вьетконговцах, об оккупантах, заливавших напалмом Вьетнам. Покажите в деталях подвиги рыцарей света в Сунгми. Продемонстрируйте клетки из колючей проволоки, где держали пленных. Расскажите о том, как соблюдались их права. Нет? Молчите? Зато вывалить тонну говна на Советский Союз — это вы, да, это вы в первых рядах. Беременных женщин вспарывали штыками, а детей бросали в огонь. Что есть в Рэмбо 3, кроме пропаганды? Да по сути, ничего. Сюжет служит лишь для смены эпизодов. Злобные красные орки, доблестные афганцы, сияющие амеры и так по кругу. Актерская игра? Сталлоне по-прежнему играет неплохо. Ричард Кренна, Траутман, по-прежнему играет коммивояжера. Афганцы играют афганцев. Еще в фильме есть музыка. Больше по художественной части мне сказать нечего. Крутой боевик? Ну, если под крутостью вы понимаете тупорылый тир с бесконечными патронами, в котором протагонист валит орды безмозглых вражин и вражеской техники, то да, Рэмбо очень крутой фильм. Да только наши с вами представления о крутости несколько разнятся. Самое забавное в этой ситуации, что совсем недавно вышла видеоигра, которую ярые поклонники фильма раскритиковали в пух и прах. За что? Да за то, что это тупорылый тир с бесконечными патронами, в котором протагонист валит орды безмозглых вражин и вражеской техники. По идее, лучшая игроизация Эва, но нет. Так что двойные стандарты бывают не только в умах, но еще и в сердцах. Если бы вы знали историю, то поняли бы, что афганцы никогда не сдаются. Цель этой миссии — захватить и убить Ахмада Шаха. Сволочь. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, но и о книгах не забывайте. Просто о каких-нибудь нормальных книгах.